Серьезно? Это просто деф монахами. Посмотрите, 50 монахов просто стоит у тебя в ТЦ и делает замок. Сегодня мы с вами будем смотреть целый матч, а не всего лишь одну игру. Немножко новый формат, потому что у нас очень много интересных, супер неожиданных поворотов в турнире Sudden Disaster, который проходит в режиме внезапная смерть, где ты при потере ратуши проигрываешь. То есть твоя задача выиграть оппонента, убив ему ратушу, но не слить свою ратушу, да. И будем смотреть матч между довольно алдовыми игроками Daddy Stark из Бразилии против Salz Warrior из России. Соответственно, у нас это самый первый раунд турнира, 1/64, то есть 128 участников, Best of 5. Мы посмотрим не все игры, но самые интересные из этого матча, а здесь их будет, насколько я помню, 3. Первая карта, Well Springs, на самом деле это карта с акведуками. Ну что, погнали. Daddy Stark у нас реально топовый игрок, который тоже вроде делал паузу в играх, но намного все-таки больше играет, больше турнирного опыта на него и рейтинг 2554 максимальный. У Warrior же из Salz рейтинг 2157, он достаточно недавно, в последнем месяце, вернулся снова в игру. И будет пытаться разваливать кабинеты своим противникам. Соответственно, у нас гурджары на бургунцев. Warrior взял здесь бургунцев. Интересный пик, типа защищенная карта, стены, да, можно здесь получить экапы и, в принципе, стандартно играть. Daddy Stark, смотрите, что у него гурджары. Это вообще интересно, на самом деле вся игра идет не от экономических бонусов все-таки игроков, а вот от этого момента, что здесь у нас под акведуком на самом деле 30 тысяч еды. Да, здесь то же самое, но есть одно но. В том, что этот акведук имеет специальную механику. Мы, кстати, уже, по-моему, делали видос с акведуком, что при разрушении хотя бы одного акведука в 1000 хп весь акведук взрывается. Ну да ладно. Посмотрим, как это будет, но я вам могу сразу сказать, что произойдет. Абсолютно мгновенное уничтожение всего акведука, стен обоих игроков и рыбы. Кресты, которые будут работать возле рыбы, они не пострадают, но сама рыба полностью взорвется. И от этого можно играть, можно выбирать, в какой момент вы хотите, чтобы произошел взрыв. Я не очень понимаю, что сейчас делает Warrior. Warrior остается 4 хп, сможет ли он спасти этого креста через отмену домика, он это делает. Будет ли брать? Да, будет брать и прятаться, видимо. В общем, для меня что странно, это то, что Warrior играет слишком стандартно на этой карте. То есть не используя рыбу абсолютно совсем. То есть он берет кабанов, а мы видели, что уже на этом турнире берут ребята и абсолютно игнорируют кабанов и то просто жирают даже 2 мельницами, там 10-12 крестов можно жрать. В общем, не рассчитывать на это, можно ждать, что Daddy Stark будет это ломать, либо просто даже не знает эту фишку, нет, знает и делает мельницу вот такую. Близко к ягодам, но недостаточно. Все равно тут 30 тысяч, поэтому ягоды нафиг нужно. Самый быстрый источник пищи против самого медленного. Здесь... Вообще, конечно, гурджарину дико повезло. 8 овец, которые не нужно есть, можно спокойно спрятать сюда. Рыба плюс еще есть ягоды, но опять же, ягоды на самом деле тут не совсем нужны. Кабанов, я так понимаю, он игнорирует, соответственно, да. На этой карте камень только снаружи. Это тоже такой важный момент. Камень только наружу. Итак, гурджарин на бургунца. Не совсем понятно, что тут должно... Какие планы? Ну, гурджар на самом деле есть что? Слоны! Слоны, то есть можно очень много еды получить. Да, видим, плюс практически 300 ресурсов у Старка. И он уже переходит в следующую эпоху супер рано. Что же он планирует? Мы не совсем понимаем. И кому выгодно сломать акведук? Да, вот в чем вопрос. Кому же выгодно? Так, много налесия. Как будто бы Daddy Stark планирует форвард. Он планирует действительно. Идет на форвард. Уже много еды он добыл. Оставляет вообще всего лишь 3 на еде. Ну что, он будет генерировать еду. Warrior развивался стандартно. Ранний топорик относительно. Тут какого-то оленя подпушил. И, в принципе, развивается сейчас уже через рыбу. Но он рискует тем, что... акведук может взорваться в любой момент. Он съел только 200-300 рыбы. Здесь же съедено уже больше 1000 рыбы. Офигеть. Выход на золото идет форвард на Warrior. Warrior явно делает фасткасл. Давайте здесь немножечко промотаем до экшончика. Warrior такой, ясно. Тут у нас еще верблюд, а это же новые гурджари, которые бафнули.
Гурджары были последней или предпоследней нации по винрейту, но теперь у них верблюды делаются быстрее. Под ТЦ кусты на 175 должны быть. Так. Первый раунд Sudden Disaster игрался на предыдущем патче. Ну хорошо, значит гурджары не настолько сильные, да, и здесь у верблюда еще не 5 урона, а 4. Прошлый патч, хорошо. Заваливают ворота, чтобы отсюда Warrior даже не вышел. Warrior проблема, потому что ему пушат воду. Да. Пробивать акведук можно где угодно. Стрельбище, это классический винчераш от Дэдди Старка, плюс-минус, да. Но самое интересное, что он что-то не прокачивает топорик. Ну ладно. Привольчик идет, в принципе. И как будто бы Warrior планирует вот так вот заваливаться. Нам так и делает. Идет пробитие ворот, что является странным мувом, потому что ворот все-таки больше хп. Почему бы не пробивать чистокол? Ну, да. Да еще и вышка какой-то фигней занимается, да, получается, вышка не может под себя стрелять, потому что ворота касаются вышки. Не может тоже ворота стрелять. Короче, страж какой-то подозрительно странный. Выход на камень наружу, потому что внутри нету. Смотрим дальше, в принципе, здесь буквально 3 человечка остается. Никто акведук пока не ломает. Первый раунд Sudden Disaster, возможно, игроки не до конца знают, как работает эта карта, а может и знают. Еще непонятно. Давайте смотреть дальше. У нас рынок, у нас лум. В принципе, пока все стабильно, можем немножко проматывать, смотреть. Кузница, рынок, и Warrior планирует дефаться или что? Не убегает ли он на камень наружу, пока этого не видно. Ворот, конечно, действительно, смотрите, как долго пробиваются. И приходит Старк. И здесь он может увидеть, что бургундец сидит на рыбе. В теории он может сломать, например, акведук, да, чтобы тут все взорвалось. Вообще он может это сделать, действительно, походу Старк не догадывается. Сломав акведук, да, даже этими крестами, он может просто зайти внутрь, как говорится. Ну, Warrior как будто бы это понимает или не понимает. Насколько я понимаю, взрыв будет, возможно, даже вот так вот вокруг, все здания будут даже снесены. Честно говоря, не знаю, но посмотрим. Каменные стены и Сайльс, Warrior переходит в следующую эпоху. И как будто бы Старк начнет догадываться, но пока кресты не работают... Что? Он починил акведук? Он починил акведук? Но это смешно. Так, как тут выделить этот тайл, который они пробивают? Вот, 975. 970, 967. Он починил его. А в чем прикол? Возможно, я плохо разбираюсь в механике, и походу, да, походу кресты не могут ломать акведук. Походу, это могут делать только военные юниты. Тогда это немножко мне все объясняет. Тогда ты не можешь так рано. Короче, это косяк. Короче, Старк попытался, думал, что крестами можно, вычинил и плюнул на это дело. Хотя вышкой можно еще стрелять. В общем, странно. Кстати, кресты могут сесть в вышку и стрелять из вышки. Это уже будет считаться уроном милишным, да, военным. Кстати, можно было бы так сделать. Но проблема в том, что Warrior шарит, что надо закрыть полностью. То есть Warrior тут здесь немножко подготовлен, получается. Здесь каменные заволы, камень тратит. Самое интересное, что у Warrior абсолютно нет добычи еды, в отличие от Старка, которому еще как бы нагонять замковую эпоху. Феодали что, собирается ратушу снести. И мы видим, что он посылает 3 жителей. 3 жителя, но это явно какой-то форвард, а не добыча камня снаружи. Как мы понимаем, да? Лес, золото. Неужели это форвард осадка? Так, хочет пробиться, я так понимаю, через рынок здесь Старк. Один крестьянин идет даже снаружи. Ну, Старк доделал, в конце концов, топорик. Верблюд здесь, но верблюд еще все еще феодали. 4 урона совсем мало. Совсем немножко. Хоть хп 70. Замковая эпоха и 700 лет было. Смотрим, что делает верблюд. Он пробегает мимо, но на мини-карте точно это запалено. Да, 2 монастыря и осадка. Warrior понимает, что ему нужно защищать свою осадку монахами, поэтому да. Warrior, наверное, не качал свое золото, да. Вторую пилу тоже не качал, у него еды нету, ребята. Еду он может последнего креста сделать, и на этом все. Верблюд атакует, но верблюд феодали не очень опасный. Кстати, только сейчас делает лум товарищ Старк. Слушайте, ну Warrior может тут пробиться. И здесь, конечно, интересно. С одной стороны, ты можешь пробивать здесь стенки, а с другой стороны, ты можешь убить акведук. Вот это самое-самое-самое интересное, что происходит. Потому что сейчас ты не качаешь еду, а человек в феодале явно ее выкачивает. Просто с 2 мельниц, да, на человек. То есть очень сильно стратит, и ему уже хватает на переход. В этом огромная проблема. Да, то, что это время, то есть стратегия Старка была рассчитана на то, что да, ты агрессируешь, но ты догоняешь по замкам за счет этой темы. Так, у нас 6 на камне. И здесь у нас
Ага, ребята решили уйти. Неочевидное для меня решение здесь. Так, куда идет катапульта и что она делает? Все непонятно. Главное, что Старк знает, что планирует его враг. Итак, охрана кабана. Лучниками, я так думаю. Здесь, кстати, рынок решил не пробивать, просто решил свалить. Понял, ну, что его атакуют. Ему нужны силы не на пробитие пока что, а на оборону. Так, ну смотрим. Все, Варриор крестов особо делать не будет. Хотя решил сделать 3 фермы, да, такие. 3 фермы, какой-то бэкап себе сделать. Хотя как будто бы зачем? Зачем? Итак, делается конюшня. Да, конюшня это неплохо. Можно делать шривамш, верблюдов, в принципе. Верблюдов можно делать даже уже сейчас. Жалко, что в этом патче... Ага, он делает просто скаутов. Просто скаутов, чтобы отбить непосредственно чуваков. Но, видите... Вот тут как будто бы немножко странно. С одной стороны, Варриор пробивает... Ну, то есть тоже странно. Он пробивает опять ворота. Почему не каменную стенку? Ворота же больше хп. А таран едет в акведук. То есть... Так мы что, рашим? Лучше бы уже... Он бы уже успел акведук убить, Манганелли. Акведук начинает падать. Это видит товарищ Старк. Старк? А, нет, Старк все-таки не до конца. Он не до конца понимает механику акведуков. Мужик, ты не понял, что произойдет сейчас. Сейчас ни один тайл сломается, ребята. Бах! Сейчас сломаются все тайлы. Кстати, здания не разрушаются, как мы видим. Здесь все надежно. Ха-ха, он пытался приволить. Он не понял фишку. Итак, все. Вы приехали, вы можете, конечно, работать. Как же ему фортуновало, что тут еще ягоды рядом, это вообще капец. Итак, сзади ворот стреляет, и таран еще тоже свой, поэтому не бьет. И есть пробитие. Есть пробитие. Верблюд уже апнулся до нормального, хотя он супер раненый. Делается вышка деф, Старк в напряге, потому что много осадки и даже монахи. Легкая кавалерия 3 штуки. Апается, да. Здесь осадка. Неужели это контрврыв будет? Какая еще осадка? Даже не в деф, а в атаку. Интересно, монахи надо аккуратно. Они очень быстро умрут. Здесь на них хпшечка уже, кстати, прокачана. То есть монастыри, в принципе, тут что-то делают. Манганелли бамс. Так, лучники быстро, срочно убегают. Осадный слон. Но это получается там на форварде. Итак, смотрим, что у нас здесь. Вышка недостроенная, она умирает. Здесь 2 катапульты, 3 ждет. Итак, надо спушивать. Это момент Варриора. Убил Радшу, победил, как говорится. Счет 0-0. Оппонент фаворит, без вопросов. Так, слон пока просто сидит. На самом деле он может вернуться, что-то тут попытаться. Но его могут Манганелли захватить. С холма начинает Старк. И разваливает, кажется, монахов. Что? Он убил Манганель свою. Легкий кавалерист вышел, Варриор попытался по нему стрельнуть и убивает свою Манганель. О нет, это Титаник. Он убил свою Манганель, когда уже так близок к убийству ратуши, на самом деле верблюд еще. 2 Манганели остаются, 3 конверта прошло, но этот не активирован. Блин, как же близко был. Если Варриор не потерял катапульту своим же выстрелом. Я не знаю, автоматом ли она стрельнула, либо он сам нажал. Но факт есть факт, катапульта сдохла. И практически допушив ратушу, Старк выживает. Проблема в том, что здесь выдвигается слон. Делается легкая кавалерия. Мы понимаем, что экономика Старка лучше. По крестьянам у нас перевес плюс 6. Кресты... Ой-ой-ой, тут можно крестов нарезать. Хотя бы хоть... Так, верблюд же ранены. Так, чуть-чуть не хватает Варриору. Вот тут 3 креста, не должны были они назад уходить. Монахи какие-то. Что-то чуть-чуть надо. Вычинивать срочно Старк. У него 370... леса в заказе, так не сливаются юниты на самом деле. И один всего лишь легкий кавалерист, его надо скорпом валить. Минус, мимо. Радшу вычинивать срочно Старк. У него действительно нечем работать. Но есть 2 слона, которые секретно сносят рынок. И повезет или нет, выстрел в стену. Повезет или нет, хпшечка же есть, ну пожалуйста. Нет. А еще может кресты совсем забыты, не доконтроливать немножко Варриора здесь. Еще одна ЛК, скорее всего. Да, повезло здесь, но есть проблема. Варриор, походу, замигрился и не видит, что ему просто гуджарские слоны сносят лицо. Опа, опять выстрел по своим, нет, Манганель. Так, ну, Варриору пора забыть уже про пуш. Он здесь пытается Манганелли спасти, да, как бы 1 на 1, рассчитывает, вышел монах, думает, прикольно. Есть одна маленькая или большая жирная 2 проблемы, на самом деле, 2 большие проблемы. Варриор этого не видит, и он, кажется, ну, он проиграл. 120 хп не снимает, и для Варриора это sudden death, sudden disaster. Он такой, а чё, я выиграл? Нет, ты проиграл. Я такой, блинский, я ж замикрился, я ж забыл, я ж хотел как лучше. Перестроил лесопилку, да. Чуть-чуть ему не хватило, на самом деле. И убийство своей Манганелли зарешало очень сильно. И Старк смог тут на нервяке победить. Мне кажется, что Варриор даже лучше подготовился к карте, потому что он понимал, как работает акведук, а Старк нет. Но стратегия Старка очень сильная, на самом деле, с этими мельницами, да, с этим трашем. Очень сильно. И грамотный мув, что он не продолжил пушить сразу. Отошел немножко, тут как-то вышки поставил, и хватило ему немножечко. Легкая кавалерия, все правильно.
и на тоненького. Не хватило Варьеру здесь, наверное, форвард крестов и какой-то, ну, чего-то типа пик, может, но пики сложно, да. Он вышел жесткий. Возможно, даже второй осадки и даже микса скорпов каких-то. В общем, даже обидно, мог здесь выиграть Варьер. Но давайте посмотрим следующую игру. АПМ, ребята, Старк играет на 30 АПМ. Это совсем прям такой old school player, да. Варьер бодрячко по сравнению с ним, 55. В общем, жаль. Но идем дальше смотреть. Идем смотреть дальше, потому что дальше у нас карта убийца топов. Смерть для топов. Итак, это карта Экерей. На старте у вас ратуша, но есть 2 нейтральных замка у каждого из игроков. Ну, 4 нейтральных замка, но как бы... Да, давайте ускоряем. Их захватывают оппоненты и все. Но Варьер берет монгола, а Старк берет итальянца. Итак, что вы думаете? Мангудай против генуэзских лучников. Генуэзские лучники это шимба, они же контрят Мангудаев. Да, конечно же. У них бонус по коням, по конным лучникам тоже, поэтому да. Но у Варьера тут есть одна заготовка. Давайте понаблюдаем, что он делает. Внимательно. За итальянцем будем так подглядывать, но больше мы будем смотреть за Варьером, потому что он монгол, и на карте 2 кабана, но очень много оленей. То есть пачка 4 оленей, пачка 4 оленей. Тут самое опасное не убить замком оленя случайно, пока ты тыкаешь по стенам. Обычно, да, тыкают по стенам, иногда тыкают в оленя и убивают его. Ну или Айбекс. Горный козел. Итальянец развивается стандартно, выходит на лесопилку. Зачем бы это? Варьер выходит на лесопилку. Варьер не выходит на лесопилку. Уже можете обратить внимание. Кажется, что это какой-то нубский мув. Человек, что добывает так криволес, либо не может определиться, куда поставить лесопилку. Да какие дела? Нет, Варьер все подготовил, ребята. Лесопилку ставить он не очень-то и, собственно, планирует. 2 замка дают вам очень много популяции. Кстати, мы видели, что тут игроки даже умудряются делать 2 домика на старте. Но это тот, кто не готов, да? Например, как Старк. То есть у тебя 4,45 открытой популяции в начале, да? 20, 40, 45. Нет еще 2 домика по старту. То есть нет этого осознания, да? Нет подготовки. Видим, что Старк, он недостаточно готов. А Варьер действительно готов. И смотрите, что делает Варьер. Мельница, вторым зданием, шахта на камне. Что происходит? 16 крестов и переход. Лум. У него же еды куча, понимаете? Еды очень много на этой карте. Главное подогнать всех оленей. Ребята, от Варьера переход. Но зачем такой переход? Ты что, будешь трашить, что ли? Ты будешь трашить? Либо на что способен монгол? Монгол способен на очень много, ребята. На очень-очень много. Смотрите, что делает Варьер. 2 здания, ничего лишнего. Давайте я вам объясню. Еды уже очень много, ребята. Это фасткасл. Фасткасл на 16 жителях, и такое возможно. Так, Луман тоже сделан. Мы слышим какие-то лодочки. Итальянец делает дешевые лодочки здесь. Хочет забрать эти потом реликвии, да. Потому что, когда вы играете 1-1 ратуша, то дополнительные любые ресурсы, как реликвии, это помощь. Ну и фишбум, конечно, тоже. Поэтому Старк тут играет основательно, да. Варьер, смотрите, что делает. Собирает лес. Тут он высчитывает себе ресурсы, да, собирает лес, абы как. Бонус на монгола 40%, охота быстрее добывается. Золото без шахты, потому что он понимает, что леса не хватает. Даже на шахту. Да и золото ему тоже глобально не сильно нужно здесь. Давайте посмотрим, что будет дальше. Итак, переход, ну это какой-то супер крейзи, быстрый переход, 8 минута, что происходит. Старт начинает нервничать, заказывает лум. Рынок, кузница, все хватает, смотрите, леса больше нету и не надо. 130 золота. Так, ну что, 130 золота, это интересно. Еды тоже не хватает, но на руках у нас еды 120. Так, вот это интересно. Вар уже на самом деле на 40 секунд надлил, когда это он успел, наверное, в темной эпохе. Да, он и сейчас адлит, он не делает крестов. 16 крестов, так как было в темной эпохе, так и осталось. Он не делает крестов, потому что, видите, еды не хватает. 750, так, ну что, тут получается надо продавать камень. Вариантов нет, продаем камень. Остается собрать еду. Прыг, 780 еды. Еще айдлим, уже больше минута. У Старка почему-то тоже 20 секунд. И последний олень, да, не очень вовремя подошел. И у нас 812 переход в замковую эпоху. Старк за итальянцев, у которых скидка на переход, пытается перейти в феодал. Только в феодал нажал, да? Варьер уже идет в замковую эпоху. Итак, экономика Варьера. Все 16 крестов на камне. Отлично. Помните, что он продал 100 камня. Это было вынуждено. Так. Группируются овцы, то есть идеальная экономика, ничего вообще нет, ни лесопилки, ничего. Ребята, мы понимаем, что это будет замок. У тебя 2 есть замка, зачем тебе еще 1 замок? Нужен замок. И какой же быстрый переход, слушайте, эта стратегия, она какая-то ультимативная от Варьера. То есть он такой, ладно, окей, типа ты тут что-то выкаблучиваешься, да? Ты что-то там меня зарашил? Ну, ща я тебя зарашу. Итак, у нас 470 камней, торговать абсолютно нечем. То есть суммарно здесь ресурсов это вообще капец. 50 ресурсов, которые не камень.
Фишбом тут. Варвар тут выигрывает бои, потому что у него был феодальный скаут, да, отгоняет. Рынок кузница, да, как бы в защиту ратушу, типа, да. Варвар такой, хорошо, чувак, хорошо. Хорошо, 660 камня есть. Итак, ребята, на форвард идут 9 крестьян. Нет, 2 идут сюда, 14 на форвард. 14 крестьян на форвард и 2 на еду. 2 на еду, это чтобы что? Нет, 1 на золото. Думает Варвар здесь. Я понял, что он думал. Петарда стоит 25 золота. Он, короче, прикинул, сейчас добыть немножко золота, чтобы сделать петарду, но на петарду тоже. Короче, он хотел петарду сделать, ладно, это такой мув. Он оставляет парочку на еде, чтобы, возможно, делать крестьян тоже, либо даже петарды. Понимаете, что делает Старк? Старк, кажется, понял, что уже замковая эпоха. Что видит Старк? Старк видит то, что ничего не видит, что уже замковая эпоха, он еще не готов, он только 2 минуты, 2 шахты. Идет замок ему на лицо. То есть Варвар начинает строить, никакой реакции. Не, есть реакция от Старка. Это ГГ, победа в турнире за 12-23 от Варвара. Он просто сдался. Это, знаете, это как бы... Надо было писать ГГВП. Это респект за билд, типа респект, ну реально. Ты отстал из-за 2 домиков, из-за дока. То есть док прекрасный фишбум, прекрасный потенциал реликов, там супер сильный уникальный юнит. Все это ждет Старка в каком-то другом турнире. Да, ребята, вот так вот Варвар ультимативно побеждает. Не знаю, тут какая разница про ПМы, армии нет. Вот так вот просто. 2 замка тебя абсолютно никак не депают от вот этого. Сдался здесь Старк, возможно, можно было пытаться как-то перейти, но я думаю, здесь слишком близко петарды здесь могут атаковать, да. Хотя на петарды денег нет, но здесь, конечно, даже интересно. Просто будет сидеть кресты атаковать. В общем, Старк решил сдаться. Давайте посмотрим еще одну игру. Покажем вам одну из игр, которые забыть будет сложно. Я вам так скажу. Эту игру забыть будет сложно. Особенно одному из игроков. Одному из этих игроков будет очень сложно забыть эту игру. Итак, счет 2-1. Старк победил там в игре. Варвар пытался за Сарацина там на карте Куала делать какой-то фасткасл за Сарацина. Ничего не вышло. Вышел в одного скорпа, его убили орлы, все. Орлы ацтекские там зашли. Так вот, 2-1 счет, и Варвару надо отыгрываться. И классические, вот уже все берут на арену, на арену бирманцы. Бирманцы в одну ратушу супер стронг. Варвар берут чехов, конечно же, тоже супер стронг. И, ребята, давайте пока мотать феодальную эпоху, немножко про бонусы. Почему бирманцы супер стронг? Они видят релики, да, можно забрать все релики, плюс у них монахи апаются супер дешево, понимаете, на 50% дешевле все апгрейды, то есть конвертить монахов, осадки супер дешево. Единственное, что нет ереси, которая была бы за 500 золота, но ее нету в дереве технологий, значит, юнитов можно всегда вербовать, бирманских, да. Также, что помогает Монкрашу, каких бенгальцев, извините, берманцев, да. То, что их пехота, в том числе пики, да, имеет больше атаки. То есть пики очень жесткие, они могут хорошо прикрыть от легкой кавалерии. Также там бонусы есть на слонов, но самое-самое главное, что делать действительно имбой. Опа. Что делает имбой бирманцев? Это их экономический бонус на апгрейды на лес, который делается на халяву, экономится еда. За счет того, что экономится еда, ты можешь спокойно апать еще и золото. То есть экономика будет очень сильная. Очень сильная, очень топовая. Итак, Старк классически делает стенку для подгона куриц. Напоминаю, это у нас прошлый патч. Что делает Варвар? Вот что. Он просто подпушивает куриц сюда. Короче, да, Варвар просто подпушивает куриц и все. На самом деле, тут в начале Варвар пытался пушить куриц немножечко, а они не пушатся до конца. Ну, то есть он же давно не играл в игру, да. Но это на прошлом патче, да. На прошлом патче курицы не пушились с этого района, они здесь всегда были. Но он это уже понял, да, и решил так просто убивать его, да. В новом патче, на самом деле, их можно пушить. Итак, мельница, тут все нормально у Чеха. Давайте подумаем про Чеха, потому что он экономическая имба, по крайней мере, да. Еще больше, чем бирманцы, на самом деле. Золото и камень добываются, вот эти апгрейды на халяву даются, да. Золото и камень супер быстро добываются всегда, да. Дальше. Fervor и Sensity, Affect Villagers. То есть ты можешь прокачать скорость монахом, прокачать скорость крестов. Это делает слишком сильных, слишком быстрых всех крестов, фермеров. То есть это слишком сильно. Но за счет того, что у тебя быстро добывается золото, у тебя и монахи суперсильные. Смотрим на монастырь чешский, все есть. Все есть просто, да. Раньше у них еще монастыри были дешевле, но сейчас нет. Кузница стоит 50 леса и университет 100 леса. Это очень дешево. Это крайне дешево. Также у них бонус на пике, они атакуют, они больше бонусного урона по, ну, соответственно, коням, верблюдам, слонам.
В общем, такие дела. По кораблям тоже. Так, кстати. Кстати, да. Стар капается быстро. Крайне быстро. Подкастал на подкастал, все, в принципе, понятно. Варриор даже... Ну, вообще, по-хорошему, Варриор должен был пораньше апаться, да? Но видите, в чем прикол, да? Добытые ресурсы, возможно, хотя тут плюс-минус, да? Ну, курицу он-то подгонял скаутом, а здесь неэффективно было немножечко, да? Поэтому немножко меньше еды, мы можем это чувствовать, да? У Варриора прям не хватает, снова надо айдлить. Оба игрока так серьезно айдлят. На самом деле... Ну, идет переход. Немножко позже от Варриора. Ладно, намечается какой-то дом, это значит, что кто-то пошел на форвард с лумом. А Варриор без лума. Понял, принял, осознал. Ладно, пока у нас такое стандартное развитие идет, типа намечается манкраш от Старка против, непонятно, что будет делать Варриор. У него 6 на золоте супер быстро уже добываются, да. То есть золото камень апается на халяву, у Старка апается лес на халяву. Вот так вот. Кстати, Старк апал золото, да, он только что его апнул. Конечно, почему бы нет. То есть все наоборот. У одного на халяву апается лес, поэтому ты качаешь золото сам. Ну, а там наоборот. Итак, Варриор видит, что это 2 монастыря. И по таймингу немножко отстает. Как бы к такому развитию, как будто бы он готов. Небольшая стеночка. Варриору нельзя проигрывать, да? То есть он вылетит из турнира, если проиграет в этой игре. То есть надо все продумать. Абсолютно все продумать. Идеальная добыча, тут все просто жесть. 2 фермы, чтобы продолжать делать жителей. Тут еще кто-то на ягодах остается. Здесь, в принципе, смотрите, 4 фермы даже, да? Ну и осадка, которую пока что не видит Варриор воротами, но сейчас он активно интересуется, что делает его враг. Хорошо. То есть 2 монастыря и что? Ну, мы понимаем, что ратуши добавить нельзя. Именно поэтому оба игрока продали камень, да? И еще домик, то есть монах плюс скорость передвижения крестов и монахов. Здесь все делается. Важный момент от забрать реликвии. Варриор не хочет это выдавать. Реакция от Старка. Ну что, наверное, надо убить и удалиться, да? Убить и удалиться. Варриор понимает примерно тайминги, да, что дальше бы его сконвертили. Зачем отдавать 2 легкие кавалерии? Особенно в ситуации, когда вы играете монки на монки. Монки на монки, ребята. Один скаут может что-то сделать. Посмотрим. Снова Старк заволивает ворота, даже аванпост ставит и делает классический быстрый бирманский манкраш. Сразу таран. То есть как это работает? Таран пробивает стенку, а если кто-то попытается подойти что-то сделать, вы просто отзоните это монахами с конверсии, да? Вот и все, удачи. Если вы попытаетесь сделать манганель, так можно сделать, но тогда бирманец прокачает Redemption из конверсии. Варриор супер активно продает все, и он сделал 3-й монастырь, серьезно? Следите за руками и за апгрейдами на монахов. Вот это катка про апгрейды на монахов. Если кто не знает, погнали. ХП на монахов плюс 15, да. Здесь пока что сделано только у Старка. Вот, человечек за 325 золота, да. Но у бирманцев дешевле. 167, по-моему. Такой человечек, может, себе дает возможность конвертить вражеских монахов. То есть, можно конвертить вражеских монахов, да. По умолчанию это нельзя. Варриор тоже это сделал. Он сделал именно не ХП, а скорость. То есть ХП делает, чтобы релики собирать, а тут скорость делается, чтобы крестьяне лучше работали. Так, вбегает скаут, смотрит, уходит, потому что ратуша прикрывает. Скорость на монахов, да, и крестов для чехов. 2 апгрейда. Первый Devotion, который уже оба игрока делают, да, Devotion, чтобы молящийся... Желтая бабка. Ой, ладно. Короче... Женственный Иисус. Нет, блин, не знаю, как сказать. Ну, в общем, вот такой вот чел молящийся. Это чтобы ваши юниты конвертились хуже. А есть еще в импах еще технология Face называется, да, чтобы еще хуже конвертились. То есть тут в среднем плюс 2 секунды будет конвертить, а тут еще плюс 3. Насколько я помню, это очень примерно. Пока такие эпохи, апы. Ну и Redemption, конечно. Redemption же тоже. Кстати, у Warrior уже есть Redemption. То есть он готов конвертить таран. Интересно, монахи 4 на 4, но релики уже 4 забрал Старк. То есть он выходит, тут есть скаут, скаут супер важен. Итак, переагр скаута будет или нет? О май гад, Старк конвертит 2, но идет переагр скаута, и скаут это самое главное оружие. Потому что кто им владеет, да? Некому убить скаута, только крестами, да? Скаута нельзя убить. Он будет просто переходить в разные руки. Тоже 3 монастыря, ребята. Все. 2 серьезных аренщика встретились. Итак, я не понимаю, что самое грозное оружие здесь это количество монахов. Так, скаут здесь занимается пока постом. Так, Варриор тут смог перемикрить. Будет ли он... Ну, надо удалять этого юнита, иначе его заберут обратно. Все, Вар понимает. Итак, неплохо.
И здесь вот тот самый момент, да? Старк апнул первое золото. Второе золото ему не хватит. Он мог бы апнуть, кстати, он тоже фермы добавляет. Здесь, кстати, фермы чуть-чуть тоже. Четвертый монастырь, ребята. И вторая шахта на золото за чеха, который супер быстрые кресты и супер быстро добывает золото. Потому что у него 2 золота на халяву, да? И 2 камня еще. То есть по добыче золота Warrior сейчас улетит в космос. Проблема в том, что Бирманец делает 4-й монастырь тоже, да? 4 на 4 монастыря, ребята, погнали считать. Домики готовятся, потому что непонятно, сколько ты сконвертишь, надо готов быть получать много лимита. Так, пока 8 на 8 монахов, тут еще таран отвлекающий. Погнали. Монашеские войны. Warrior хорошо начинает, это его 2 конверта, вот они, 2, 3 даже. Да что ж такое, он микрит монахами, что ли? Обратно 4 конверта, короче, 4 на 4 жестко. Старк не готовил домики, у него начинаются проблемы, еще 4 конверта. Итак, надо считать суммарно армию, ну 11-12 плюс-минус одинаково. Господи, вот так как-то идут конверты, монахи просто стоят, они отходят назад. Warrior делает то же самое, дополнительные дома. Скаут все еще контролится с Warrior'ом. Скаута будем игнорить, значит он будет резать монахов. Хорошо, неплохо. По 4 монастыря. Боже, скаут, сколько он убивает уже? 3-й монах. Тут все еще таран, но таран можно конвертить. Господи, мне кажется, либо Warrior перемикривает. У него больше монахов, ребята. Суммарно, вот так давайте с большего 19 на 13. Но у него видно, что больше монахов. Старк, конечно, пытается обратно. И Старк обратно переконвертил скаута. Вспоминаю старые добрые аренки. Древние. Таран, вообще, куда идет таран? Сколько раз конвертили этого скаута, ребята, вы мне объясните. Количество конвертов на этих монахах 10, на этих монахах 13. Это потому что... Они уже непонятно чьи, видите, они разные. Чьи где монахи? Стоп, таран! Таран может ТЦ снести! Вар не реагирует, Вар конверт его. Вар получает 3 конверта, его скаут снова. О-ля-ля! 800 еды, тем не менее, у Старка. 800 гребаной еды, потому что он больше ферм сделал, ну, видимо. Но больше золота... В общем, я не понимаю, что происходит. Добыть ресурсы у Старка больше. Warrior получает миллиард конвертов. Слушайте, Warrior, походу, перехватывает инициативу. Он максимально опять сконцентрировался. Получается еще куча монахов. Ребята, у него уже 30 монахов. Что происходит? 30 монахов против 4-5. Это не заснуболить. Даже если Старк тут начнет все равно чуть конвертить, но конверт это сбрасывает, то, блин, тут только не слей, Warrior, не слей против тарана. Это же жесть, будет просто бред. Redemption. Вы поняли, что произошло? Редемпшена нету, да? У Старка. Зачем ему редемпшн? Не знаю. Господи, пожалуйста! Вы понимаете, что если бы Старк нажал тараном на ТЦ, Warrior бы тоже не заметил, и его ТЦ почти была снесена. Warrior только здесь сидит, походу. Импы нажимает Старк, это очень важно, я объясню потом почему. Итак, пытается камбэчить Старк и делать тут 5 монастырей. Здесь всего лишь 3 осталось. Вар заметил, блин, сейчас бы слил, это просто жесть. Таран конвертит. Warrior сконвертил всех монахов, ребята, что за кринж? Вар на 2 креста больше и на 45 тысяч монахов больше. Вар понимает, что надо выходить на другое золото, перестраивать монастырь и берет с собой таран. Боже мой, Вар сконвертил осадку. Вара 2 осадки, да? О, нет, туплю. Вара 1 осадка, вот его осадка. Он конвертит домики. Монахи могут конвертить многие здания, но не монастыри, ратуши, замки. Но могут конвертить вышки, даже донжоны. Ворота не могут конвертить, ну, стены не могут конвертить ворота. Монастыри, конечно, ты можешь копиться в монастырях, их нельзя сконвертить. Но есть проблема. Ты отдал таран, ты отдал осадку, с которой сделался еще один таран, и все домики удаляет Старк. Короче, у Старка пипец проблемы. Так, где все 5 реликов? Они все еще тут. Там еще монахи сидят. Вар, бери монахов и делай что-нибудь. Но он тут пытается пока вот этих чуваков размазать. Старк все еще пытается конвертить. 3 монаха на 47 монахов. Вар, конечно, уже тоже докупает себе импы. Он понимает, что делать. Зачем еще те 60 монахов, ты их все равно не расконтролишь. Импы от бирманца зачем? Получить следующие технологии. Самые две главные это вот эти. Хотя, ну не совсем. Ну, самое главное это обычно плюс 3 дальности. За, ну, тут оно 100 стоит, да. Ну, короче, 200. Плюс 3 дальности на монахов. То есть вы можете издалека конвертить всех этих монахов, даже если у вас меньше. Illumination, чтобы после успешного конверта мана в 2 раза быстрее возвращалась. То есть, чтобы быстрее перезарядка маны идет. И Фейс тоже. Но вот здесь он со скидкой за бирманцев сколько стоит? Вообще копейки, блин. Он недорого стоит.
Перестроил 2 монастыря, делал третий еще и замок. Замок это типа для трибушетов или что? Я что-то не понимаю. Так, Варриор тем временем уносит реликвии. Кстати, апгрейды идут здесь и походу успеют прийти или нет. Сейчас посмотрим. Это очень важно. Вот 2 ключевых апгрейда сначала. А ересь за 1000 золота было бы прекрасно. Но ее нету. Это у чехов полный монастырь. У чехов вообще есть монахи за еду. Но это не та тема. Еды-то тут много нету. И монахи за еду тут не имеют смысла пока что. Это в лейтгейме. За чехов. 450 хп, 300 хп. Иллюминаты сделаются или нет? Так, дальность сделалась. Illumination тоже сделался. Капец, он сделался и упал в монастырь. Как вы там что изучили? Непонятно, в общем. Все. Но глобально нация получила перезарядку. Так. Тут монахи что-то это вообще, да. Короче, Варриор тоже идет в импы. Конвертит аванпосты. 4 релика, где 5 непонятно. Ну, где-то несется, скорее всего, да. И смотрите, что делает Старк, да? У него 12-я дальность, да? Также и 12-я дальность, и 14-я дальность Вижена. И он просто сдалека начинает всех конвертить. Варриор может... Варриор вообще странно. Он отступает кучей монахов, что серьезно. Причем он 20 монахов. Берманских его, да, как бы. Варриора 4 монастыря, здесь 3 монастыря. Ну вот так Старк перегруппировался через импы, да? То есть... Пока Варриор сконцентрировался на том, чтобы просто перемикрить, перемассить, да, Старка. Старк тоже это пытался делать, но у него был бэкап-план. Это все-таки насейка ферм импы. И более топовые монахи. Но у Варриора есть преимущество по ереси, если он сделает. Давайте смотреть, что будет происходить. Так, таран можно сконвертить. Серьезно? Это просто деф монахами. Посмотрите, 50 монахов просто стоит у тебя в ТЦ и делает замок. Короче, Варриор напрягся. Он понимает, что ему нужно время получить апгрейды. Так, снова 2 апгрейда. Теократия. Это, кстати, апгрейд за 200 золота, который дает при массовом конверте только один рандомный из монахов потеряет веру. Остальные будут иметь веру, да, когда вы назначили нескольким монахам конвертить одного юнита. Итак, кстати, 3 пилы. У берманцев, но 7 на лесе. И делается... Так, ну смотрите, ересь за 1000 золота может позволить Варриор. Но Варриор сжирает это золото, и у него остается это, ему надо выходить и переконверчивать. В ответку Старк делает фейс. То есть его будет конвертить очень долго. А Варриора будет конвертить не так его долго. Монаха будет конвертить, но они будут умирать, и не доставаться врагу. Количество монахов давайте сравнивать. 16 на 47. Тараны не сделали свое дело. Бедный скаут с 10 убийствами. Сюда. Он раз 8, мне кажется, в сторону менял. Ну вот и посмотрим. Опа, видели? Старк быстрее сконвертил монаха. Но... Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, монах умер. Монахи умирают у Варриора, да? Вот видите, Старк начинает первым конвертить, но ответки идут здесь. Ай, скаут умер, за что? Потому что ересь. Потому что ересь и Варриор. Что-то непонятное происходит. Варриор все равно за счет количества, да? Потому что ты можешь выделить 3-4 монаха и нажать на одного, и шанс повышается. Все равно даже против веры шанс повышается. И Варриор снова конвертит всех монахов. 50 монахов ровно, ему просто пофиг. Когда вы такое видели, ребята? Что? Что это? Все это время делаются трибушеты вправо? Sudden disaster, ребята. Внезапная смерть. Внезапная смерть. Варриор снова переигрывает врага на имперской эпохе и переконверчивает всех, постепенно делает... Так, он знает про замок, и он делает замок, чтобы требить, да, начинать, причем у него уже делаются трибушеты, да. Но Старк... Что делает Старк? Он делает 4 трибушета и 2 петарды и идет там, где Варриор ничего не видит. Варриору нужно видеть больше. Стоп, Варриор... Так, это не важно, конверт тарана. Варриор застраивает ворота. Как сейчас себя побьет трибушет? Ну, пойди сюда, пойдет. И университет. Неужели он будет тапать стены? Неужели он что-то чувствует? Стена из монахов защищает абсолютно все. Никаких тут легких кавалеристов не выбежит. Ни у кого нет экономики на легких кавалеристов. Никакие лучники это тоже не размикрят. Такое количество монахов не контрится ничем. Варриору нужно спешить. Но он не спешит. Что спешить-то? У меня все под контролем, как говорится. Все под контролем. У Варриора еще и 5 реликов. Хотя пока больше золота был Старк с реликов.
Здесь все работает. Монахи уже что-то ползут даже под замок. Что происходит? Даже таран туда ползет. Да, но вы, ребят, следите за миникартой. Следите за миникартой. В общем, здесь у нас 4 монастыря. Старку нужно купить много-много, точнее, даже немного времени. Ему нужно просто купить время. И что видит Старк? Старк уже трибушетами видит очень много. Универ, но стены не апнуты. И здесь реально, если бы он апнул стены, Варриор апни стены, но он уже не успел. Ап стены, 3 петарды нужно, чтобы тогда взорвать. 2 петарды, взрывается, 4 трибушета заходят. Что делает Варриор? Он уже на пофиг, он уже требит замок, он уже здесь все перемикривает. Монахи просто, потому что их много стоят. Раскал трибушеты, и Варриор сворачивается. Все кресты идут сюда, надо конверсии трибушета, надо что делать, пушки нету. Сворачиваются кресты, чтобы чинить. Но 4 трибушета стреляют, сразу сколько хп, остается 600, что происходит? Надо сконвертить быстро трибушет, уже 4 снаряда летит. И... Нет, Варриор проиграл катку. Варриор вылетает из турнира, это максимальный sudden disaster, который только можно себе представить. Варриор в 1 минуте от победы. В 1 минуте от неминуемой победы. Но он проиграл, потому что Старк, конечно, все-таки стратег, куда... Как не плюнь, короче. Не, ну серьезно, это офигеть. То есть вот этот мув, он идеально сработал. Самое обидное, что Варриор, мы стримили это тоже, кстати, в лайве, Варриор нам рассказал, как все было, да, он подумал про это, да, подумал, что надо все это контролить, он поставил универ, чтобы апнуть стены, но сконцентрировался здесь, опять забыл, если были апнуты бы стены, 2 петарды бы не до конца взорвали стену апнутую, и пришлось бы трибушет раскладывать сначала, больше было бы времени у Варриора, если бы докобы, но ни один трибушет не умер. И Варриор с 50 монахами проиграл. Супер обидно. И просто супер обидно. Итак, давайте посмотрим. 71 на 77 монахов. Ну, 150 монахов, жесть, да? 2 петарды, ключевые юниты петарды, это имба. 50 на 36. 50 на 36 АПМ, это просто смешно. Давайте посмотрим на милитари. Какое тут милитари, ребята? Если у Варриора 86 конвертов против 50, армия с 59 буквально монахов, в моменте, я думаю, там было 55 монахов реально. О май гад. Золото, кстати, умудрился добыть Старк больше за счет, возможно, чуть-чуть реликов. Вот такой план у Старка. Мог здесь Варриор выиграть. Вы сами видите этот сет, да? 3-1, но Варриор мог здесь выиграть 3-1, например, сам. Очень жалко. Но Старк проходит дальше. Против Михая он играл, наверное, достойно, потому что проиграл ему 2-3. В общем, Михай там проходит дальше. Ну, это ладно. Я буду еще несколько матчей выкладывать в таком же формате. То есть беру конкретный матч Best of 5 и Sudden Disaster. Офигенский просто турнир. И мы будем смотреть из него самые интересные матчи. Ждите еще обязательно. Подписывайтесь. Ставьте лайки, если понравился контент. Подписывайтесь, чтобы не пропустить будущие матчи из этого турнира. Потому что, ну, он становится просто чуть ли не любимым моим турниром. И до новых встреч.